Всем привет! Поздравляю! Это наше первое видео. Видео, в котором мы постараемся разобраться, где мы в этом мире. Где? На Земле. Когда мне было 14 лет, я понимаю, в это сложно поверить, я увлекался парусным спортом. Нет, это были не такие прекрасные яхты, как сейчас на экране. Но тогда они были для нас прекрасны. И удивительны, ведь они могли двигаться благодаря ветру. Причем они могли двигаться и против него. Это было так мило сердцу молодого человека, но об этом потом. Я имею в виду не сердце, а факт того, что что-то двигается против ветра, благодаря ему. Впрочем, о сердце мы тоже поговорим. Так вот, благодаря спорту я иногда уезжал из дома на соревнования и возвращался недельки через 2. И каждый раз меня охватывала необъяснимая тоска. Я возвращался в город, где меня так долго не было, что казалось, все должны были встрепенуться, волноваться, где же он, что с ним. Но люди этого не замечали и продолжали жить своей жизнью, словно неважно, есть я на этом свете или меня нет. Иногда я заходил в пустую квартиру, родители были на работе, и видел, как мама все убрала на столе. Мои вещи были аккуратно сложены, что при мне никогда не бывало. Все говорило о том, что время стирает мои следы на земле. И тогда охватывала печаль, и в голову лезли вопросы: зачем я живу, откуда все взялось и куда уйдет. Не повезло. Мне встретился один человек, который мне все объяснил. Он сказал: если хоть волос упадет с твоей головы, эта вселенная рухнет по одной простой причине. Ты нарушишь закон сохранения энергии. Мы все звенья огромной цепи событий. И если нас не будет, то что-то не произойдет. Может, я родился для того, чтобы вы посмотрели это видео. Кто знает? Чтобы понять, зачем мы живем, давайте для начала выясним, где мы живем. А чтобы оценить масштабы, я предлагаю сравнить размеры. Самые высокие парни живут в Нидерландах. Средний рост 1,84 м. Кстати, самым высоким человеком до сих пор считается Роберт Водлоу. Его рост 2,72 м. Прожил он недолго, но не потому, что у него высокий рост. Просто было заражение крови. Маленькая ранка, и вы умираете в 22 года. Давайте для простоты считать, что рост человека 2 метра. Диаметр Земли 12 742 километра. Так вот, если разделить диаметр Земли на размер человека, у нас получится... Даже не пытайтесь запомнить эту цифру. Просто помните, что она огромна. Если яблоко увеличить во столько же раз, оно станет в 50 раз выше Эвереста. Как бы я хотел забраться на яблочные горы. А так выглядел бы волос, упавший на небоскребы. Что же будет с Землей, если ее увеличить во столько же раз? Она станет огромной, и мы очутимся где-то между поясом Койпера и облаком Аорта. Мы обязательно сделаем о них передачу, ведь именно оттуда к нам прилетают удивительные кометы,
которые, может быть, принесли к нам на Землю воду и жизнь. Что же мы увеличиваем и увеличиваем? Давайте попробуем уменьшить человека во столько раз, во сколько раз Земля больше его. И тогда произойдет удивительное. Мы станем размерами чуть меньше микроба. Вы представляете? Меньше микроба и бактерий. Для нас они будут казаться просто чудовищами. Посмотрите, как интересно получается. Выходит, что мы относительно Земли как раз являемся микробами. Да, те самые микробами. Они бывают полезными, бывают вредными, но, судя по жизнедеятельности человека, мы явно не помогаем Земле. Интересно, что будет, если увеличить в миллионы раз бактерии? Если мы увеличим бактерии, сначала мы выйдем на вирусы, а потом мы увидим ДНК. И вот если мы еще будем увеличивать, мы увидим атом. Ну что ж, давайте определяться. Я бы определил нас все-таки не посередине, а ближе к микробу. Потому что выше нас размеры просто ужасают. Просто ужасают. Миллиарды галактик, сотни миллиардов звезд, огромное расстояние, которое свет не может пройти за миллиарды лет. Около одной из этих маленьких точек, которые сейчас мигают на экране, находимся мы. И мы про это знаем и рассуждаем. Спасибо, что досмотрели это видео до конца. Я надеюсь, вы не перематывали внизу флажочек. До новых встреч. В следующем видео мы расскажем о мире, в котором все меняется. И в этом мире живете вы. Доктор Физи жаждет встречи. Если ты поставишь лайк, это будет просто кайф. А ну быстрее подпишись. Большое спасибо, что досмотрели до конца. Тысяч лайков и поедем на Ямайку. Доктор Физи очень крут. Доктор Физи лучший друг. Доктор Физи нам покажет. Доктор Физи вам